Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о создании буквенных индексов для того, чтобы разнообразить кассу нашего шрифта. А вот что точно следует добавить, это, скажем так, уменьшенные буквы строчные А и О. Это так называемые мужской и женский порядковые числители. В принципе, мы сейчас с вами их видим вот здесь на экране. Добавить их можно также через каталог. Поэтому мы заходим в глиф, фонд, добавить глиф из каталога, и где-то здесь они у нас должны быть. Вот во вкладке «Другие символы» мы можем найти эти индексы и добавить их. Сюда же можно добавить и трейдмарк. Поэтому пишем trademark, чтобы ее не искать. И вот он нас сюда перекинул. Жмем Apply, добавляем, смотрим, где они у нас. Во вкладке LatinProf, в принципе, они тоже есть, включая наш слэш. Trademark, и где-то здесь вот маленькая А, маленькая О. Открываем их. И сейчас по-быстрому их изменим. Они у нас добавились к компонентам, в принципе, нам это пригодится, нам это будет полезно. И тут главное отличие этих символов в том, что они имеют не такие же пропорции, как и индексы, которые мы делали. Поэтому я возьму и скопирую какой-нибудь из индексов и скопирую его характеристики, чтобы не выставлять их в положение. Так. И теперь можно нажать Ctrl-V. И я вставил значение этого элемента. Он у нас стал выше линии прописных. Но теперь нам нужно сделать вот что. Размер вот этого индекса, он находится на той же самой высоте в 350 юнитов, то есть половина высоты между верхом и низом прописной буквы. Только размер у нее не такой, как мы добавили. Я сейчас рядом поставлю буквы А, букву О, и вот здесь можно ТМ. Размер у нее равен 70, поэтому вот здесь я пишу 70 и 70. Все. Точка, запятой, чтобы выставить полуопроши. Здесь, в принципе, их тоже можно привязать к Zero. Копировать на все слои. В общем, вот их положение в 70%, но теперь он достаточно выглядит маленьким. Поэтому что я сделаю? Я просто изменю его насыщенность. Выставлю здесь, например, пускай будет 600. Проверяем, смотрим. Гораздо лучше. Можно даже чуть-чуть поменьше сделать. Где-то 570. Все, отлично. Теперь я беру, копирую его и попробуем вставить вот в этот. Ага, так не получается. Значит, тогда я копирую его свойства вот здесь и вставляю вот сюда. Так, странно. Ладно. Сброшу его значение, и теперь тоже можно будет выставить. Где-то примерно вот так. Все, отлично. Я понял. Да. У меня здесь включены настройки повторения всех изменений и всех передвижений. Поэтому я их сейчас временно отключу. Вот это возвращаю на место. В принципе, нам этого достаточно. За счет того, что здесь ничего не было выбрано, у меня все, хотя нет, он вставил без сохранения вот этих характеристик. Так, теперь заново я его поднастрою. Там у меня было 570, пускай будет вот так. Теперь можно вставить это сюда. Вот, точно так же. В принципе, не обязательно копировать свойства. Можно просто его вот так увеличить. Теперь снова я его копирую, вставляю, у меня по умолчанию вот сюда, здесь почему-то скопировал с этими значениями, ничего страшного, я просто могу нажать вот сюда,
свойства его сбросятся, либо вот здесь можно нажать. И теперь точно так же я их немножко увеличу. Отлично. Снова копирую, вставляю. Вставил, теперь можно будет его также немножко увеличить по насыщенности. Вот здесь мы смотрим, все меня устраивает. Здесь вставляю. И тоже немножко можно увеличить насыщенность. Все, в принципе, хорошо. Теперь я его сохраняю. Можно теперь найти эти индексы, вставить сюда, заменить, открыть. Выбираем его. Так, глиф, заменить компонент. Пишу букву О и находим. Здесь, в принципе, мы можем заменить ее на букву О. Вот, все. У меня, в принципе, все поменялось. Все меня полностью устраивает. Возвращаемся вот сюда. Здесь у меня не обновилось, потому что, в общем, так он не обновляется. Надо вот это вырезать и снова вставить. Все. Теперь у меня здесь готово. Здесь такая история не прокатит, потому что здесь у нас, во-первых, два символа, во-вторых, это прописные символы, а здесь были строчные, поэтому пропорции в 70% относительно оригинального символа здесь не подойдут. Здесь нужно будет другое значение. Буквы прописные, и у них такой же размер, как и у наших числителей и знаменателя. Поэтому что мы делаем? Открываем их и просто копируем оттуда свойства. Мне кажется, в 8 были эти значение. Открываем 8 из дробей, копируем ее свойства, возвращаемся и вставляем их сюда, вставляем сюда. Теперь нам нужно их спозиционировать и сразу покернить, чтобы здесь был нормальный внешний вид, скажем так. Теперь просто их поднимаем до уровня 350. И вот так она у нас выглядит. Трейдмарк находится на высоте прописных, размер у него в 50%. Поэтому теперь нам нужно добавить сюда немножко насыщенности. Допустим, вот 400 попробуем, посмотрим. Здесь можно выставить так, смотрим. Вот МК смотрится хорошо. Поэтому можно скопировать ее значение отсюда и вставить вот сюда. Все, немножко мы сместим. Ну и в принципе нормально. Трейдмарк находится на высоте строчных, прописных точнее, потому что их используют вместе с названием всяких брендов, зарегистрированных торговых марок и так далее. Вот, в отличие от вот этих букв О и буквы А. Вот, теперь нам нужно что сделать? Нам просто нужно скопировать их на другой. Это можно удалить, вставить. И теперь можно их поднастроить. 500. Проверяем, смотрим, меня устраивает. Они немножко должны по насыщенности отличаться от основных букв. Копируем, вставляем сюда. И теперь немножко их раздвигаем. Все копируем также на следующий слой. Это удаляем. Вставляем. В общем, по такому принципу мы их все добавляем, и получается у нас еще один символ. Имея вариативный шрифт, вы можете в FontLab делать такие индексы, такие всякие дроби и так далее и тому подобное, буквально там за считанные минуты. Просто копируя это из одного глифа в другой, заменяя содержимое, и все автоматически у вас настраивается. Поэтому очень можно сильно разнообразить ваш шрифт, поэтому используйте это все с умом, и в остальное, по сути, ограничено только вашей фантазией. Вот. А так, в целом, безумно клевая штука, которая недоступна вам, если в вашем шрифте только одно начертание. Понятное дело, потому что вариативные компоненты, они интерполируются из чего-то во что-то. А когда начертание всего лишь одно, разумеется, там этого не произойдет. Но если вдруг в вашем шрифте только одно начертание, но вы хотите сделать нечто подобное относительно быстро, сделать это можно. Не так быстро, конечно же, и не так эффективно, но тем не менее. Это мы разберем с вами в следующих видео.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.